Центральный порт района Брелла. Небольшие яхты, катера, моторные лодки. И всего 2-3 экскурсионных кораблика, которые возят людей на соседние острова, по соседним городам. Посмотрите, какая пиратская шхуна стоит. На такой мы ходили на соседний остров Брач, что вы могли наблюдать в предыдущем видео. Итак, мы заходим в порт города Омиш. Начальная точка нашей экскурсии. Конечно, экскурсия у нас началась еще в порту города Брелла. Но основное приключение начинается именно из Омиш. Город Омиш. Центральный порт. Мы пристаем к пристани и двигаемся вглубь страны. Вот на таких маленьких лодочках мы сейчас отправимся дальше в путешествие по каналу. Смотрите, какая красота. В конце поездки по каньону ожидает прогулка по природному парку, где можно найти место с солнышком, остановиться позагорать. Также место в тенечке под деревьями. Около пристани, где кораблик остановился, большой комфортабельный ресторан, где можно выпить пиво, вино, воду, чай, кофе, а также заказать
очень вкусные хорватские блюда. В ресторане находится шикарный парк. Интересный дизайн в старом хорватском стиле. Надпись для туристов: рыбок не кормить. А рыб у нас целая стая. Вот такой вот шикарный ослик, которого можно подержать за уши. И только посочувствовать ему, что тащит такую тяжелую ношу, такую изнурительную жару. Ну что, а мы пойдем наслаждаться видами и красотами дальше, пить холодное пиво, кофе и отдыхать. И тут мы выходим к истоку горной реки с небольшой заводью, но, как можно видеть, впереди начинаются пороги. По дороге нам встретилось очень много людей, увлекающихся рафтингом, которые спускались именно с этих порогов. Обратите внимание, местные жители прячутся в тенечке от изнурительной жары. Хорошо, когда дикая природа вместе с людьми живут бок о бок, друг друга особо сильно не трогают, не пугают, не обижают. Вот мы слышим, вот группа туристов на рафтинг направляются к тем порогам, которые мы видели чуть впереди. Более опытная группа поплыла без шлемов, без спасательных жилетов, а группа новичков уже одеты по всем правилам рафтинга, сплава по горным рекам, по правилам экстремальных видов спорта. Итак, наша экскурсия подходит к концу. Мы возвращаемся по каньону обратно. Потом у нас будет 2 часа свободного времени. Мы погуляем по старой части города. И через 2 часа мы возвращаемся на свой корабль, где нас ждет шикарный ужин. И мы идем обратно в Порт Брелла, к месту, откуда начинали нашу экскурсию. Говорим спасибо капитану и идем дальше на наш пляж, заканчивать день уже купаясь, загорая и наслаждаясь морем. Центральные часы, древние узкие улочки, раньше не то что на лошади, пешком 2 людям разойтись проблематично было, а здесь скакали всадники на лошадях с вестями как с хорошими, так и с плохими, как к кораблям, так и с кораблей вглубь страны. Очень красиво и сочетаются постройки древние и современные. Дается впечатление, что на законодательном уровне их обязывают
строить и поддерживать архитектуру именно прошлого. Итак, дорогие зрители, наша экскурсия подходит к концу. Через 5 минут мы причаливаем в Порто Брелла.